Его надо заполнить. И я хочу задать вам вот такой вопрос. Если говорить в целом про мир, вот в целом, мир становится лучше, хуже или не хуже, не лучше? Ответьте на него в своей голове. Человечество живет хуже, лучше или не хуже, не лучше? Запомните свой ответ или напишите его сразу в комментариях, чтобы потом не отвертеться. Я взял этот вопрос из крупного исследования, где опросили 18 тысяч человек из разных стран, в результате которого французы, немцы, австралийцы, шведы, британцы и даже американцы ответили, что мир становится хуже. В среднем люди отвечали так чаще. Это неудивительно. Мы докатились до того, что 3/4 материальных благ всего земного шара контролируют 10% людей. 22% делят 40% населения, а оставшаяся половина, я подчеркиваю, половина, доедает крохи с барского стола в виде 2% материальных благ. Богатые богатеют, бедные беднеют. И в этом выпуске мы посмотрим, как изменилась наша жизнь на основе данных. И начнем с самого интересного. Что там с бедностью во всем мире? Вот уж кого бедность обошла стороной, так это дата-аналитика. Их медианная зарплата растет 4-й год подряд, так же, как и спрос на эту профессию, который за последний год вырос на 221%. Почему дата-аналитикам готовы платить такие зарплаты? Я расскажу один пример. Аналитики Netflix увидели, что те, кто смотрели оригинальный «Карточный домик» 90-го года, также фанатели от фильмов Финчера и картин, где играл Спейси. Поэтому Netflix собрал 3 компонента и в итоге запустился нашумевший сериал «Карточный домик». Кстати, по похожей причине возникли странные дела. Это называется Data Powered Success. Стать аналитиком может любой желающий. Возраст, образование, опыт не имеют значения. А научить вас с нуля могут на курсе «Аналитик данных» от Skill Factory. Курс создан ведущими российскими профессионалами и насыщен практикой. Сначала вы научитесь собирать и организовывать данные. Затем добавят лайт-инструмента, Google таблицы. Дальше инструменты усложнятся и добавят SQL и Python. Потом сможете строить отчеты в Power BI. Вас ждет поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Для этого в Skill Factory есть центр карьеры. Хотите поменять сферу деятельности или вырасти в карьере, не затягивайте. Начинайте учиться уже сейчас. Ворваться в аналитику данных можно и нужно прямо сейчас по ссылке в описании. Или сканируйте QR-код. А по промокоду MyGap скидка 45%. Оказалось, что по неизбежным законам нашей природы некоторые человеческие существа должны страдать от нужды. Это те несчастные люди, которые в великой лотерее жизни оказались пустыми. Это слова английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса, написанные в его эссе в 1798 году. Почему мы начинаем именно с него? Во-первых, он подтверждает позицию, что мир несправедлив. Многие люди рождаются, живут в нужде и даже голодают. Во-вторых, он англичанин, а мы будем использовать массивы данных под Оксфордской конторы. В-третьих, англосаксы скрупулезно собирали данные о демографии и условиях жизни, что можно посчитать ВВП в текущих ценах. Мы же будем оперировать значением международный доллар, не путать с американским. Международный доллар – это условное обозначение покупательной способности во всех странах с учетом инфляции, потому что не везде и не сразу появились деньги. Натуральный обмен в график не засунешь, но вот если перевести в универсальное число, то можно. И вот на экране вы видите ВВП на душу населения Великобритании за средневековый период. Его значение на протяжении 400 лет было около 1500 международных долларов. Но что нам интересно, так это вот этот резкий скачок в 1348 году. Как думаете, за счет чего он произошел?
Появилась новая технология или произошла экономическая реформа? Ни то, ни другое. В Англию пришла черная смерть, которая выкосила за 3 года около половины населения страны. А раз население стало меньше, то количество благ на душу населения стало больше. Все просто. Меньше людей, меньше претендентов на общий пирог. О чем, кстати, Мальтус открыто и писал. Число этих претендентов вскоре превысило бы способность поставлять излишки продукции. Число этих претендентов Он англичанин. превысило бы способность поставлять излишки продукции. Оксфордской конторы. Англичанин. Англосаксы. Англосаксы. Ага, теория золотого миллиарда. Чем меньше людей, тем больше благ. Тайная ложа. Масоны нас хотят уничтожить. Вот, кстати, мне правда кажется, что из этого знания родилась известная вам теория заговора, что есть великая сила, которая хочет истребить всех обычных работяг. Ну, Томас Мальтус ведь прав. Ну, точнее, был прав. На протяжении долгого времени, возможно, даже всей истории, рост населения всегда опережал рост производительности. Для примера, с 1450 по 1650 год общее ВВП выросло в 2,5 раза. Но из-за того, что и население росло в таком же темпе, то ВВП на душу населения вообще не увеличилось, а осталось на том же уровне или уменьшалось. То есть на одного человека в среднем 200 лет стагнации, несмотря на общий рост материальных благ. И такое явление, когда рост производительности не опережает рост населения, называется мальтузианская ловушка. И это была плохая новость. Хорошая новость. Это явление подошло к концу в середине 18 века. В это время с разной интенсивностью по миру пошла вторая волна. Индустриализация. Если раньше один человек мало отличался от другого с точки зрения работы на полях, пусть даже у одного и был вьючный скот, то с приходом механики, электроники и химии все изменилось радикально. Фермер с трактором кратно продуктивнее фермера с волом, грузовой корабль кратно продуктивнее, чем конная повозка, а фабрика с электрическими станками кратно продуктивнее группы ткачей. Как это все выглядит в цифрах, смотрите внимательно. Помните этот график 400-летней стагнации ВВП на душу населения? Давайте добавим 100 лет. Они подняли значение с 1500 до 2500 международных долларов на человека, но даже эта 100 лет лишь предваряла грядущую революцию производительности. Добавим еще 100. Рост уже на 1500 долларов. А вот сейчас приготовьтесь, ведь следующая 100 лет совершила буквальный to the moon. Значение выросло на 7000. График изображает график ракеты. Но ракета продолжает лететь дальше, и в наши дни уже под 40 тысяч условных долларов. Давайте еще раз, чтобы ощутить фантастический темп. 400 лет болтались около 1500 международных долларов. Затем 2500, 4000, 11 тысяч и 38 тысяч. При этом обратите внимание, что все это время до революции производительности стагнация была не только в экономических условиях для одного человека, но и в количестве населения. Но после 1700 года человечество смогло выбраться из мальтузианской ловушки. Население росло бешеными темпами – с 7 миллионов до 11, потом до 41, и сейчас в Британии под 70 миллионов человек. Забавный факт. Если бы мы до сих пор находились в мальтузианской ловушке, то ВВП на душу населения 38 тысяч мог быть только в случае, если бы сейчас в Великобритании проживало не 66,5 миллионов, а всего 430 тысяч. Вы помните, что я говорил, что Британию мы берем как страну с наиболее объемными данными, и сейчас вы можете все услышанное просто взять и перенести на остальной мир. ВВП на душу населения росло вообще везде. США, Канада, Россия, Украина, Египет, Перу. Какую страну ни возьми, мир развивается везде. А как же бедные беднеют, а богатые богатеют? Да, количество людей, проживающих в крайней бедности, росло 100 лет, но вместе с этим росло и количество людей вообще. И, что самое главное, после 80-х годов абсолютное количество бедняков начало снижаться. И сейчас мы имеем вот такую картину. На 2015 год из 7,3 миллиардов
только 734 миллиона живут за чертой крайней бедности. Это 10%. Много ли это? Ну, с точки зрения абстрактного мира розовых пони, много. Бедных быть не должно, все должны быть богаты и счастливы. Но с точки зрения нашего реального мира, когда всего 200 лет назад крайних бедняков было 90%, а сейчас 10%, ну, как-то язык не поворачивается сказать, что человечество идет куда-то не туда. Ведь даже в абсолютных числах ситуация великолепная. 965 миллионов в 1820 году против 734 миллиона в 2015. И лично я рад, что мне повезло родиться в то время, когда человек сумел выбраться из мальтузианской ловушки. Об этом феномене я узнал от Макса Розера из его проекта Our World in Data. И если бы не знание английского языка, то не было бы никакого знания ни про мальтузианскую ловушку, ни про ситуацию с бедностью. И сейчас я расскажу, как можно приступить к обучению легко, непринужденно и бесплатно. Skyeng взял за основу тему саморазвития и подготовил PDF-план с англоязычными материалами. Это 13 страниц с важными и эффективными способами учить язык в развлекательном формате. Там вы найдете полезные YouTube-каналы, где рассказывают о науке, личной эффективности и технологиях на английском языке. Узнаете, какие книги стоит прочитать и другие лайфхаки для приятного обучения. Но тут как с тренажерным залом. Не всем хватает дисциплины заниматься самому. Поэтому в Skyeng можно подобрать учителя по произношению и интересам, или даже взять носителя. Более того, перед стартом занятий вы в своем профиле заполняете свои зоны интересов, цели, слабые места. Это все поможет преподавателю подобрать программу уникально под вас. Поэтому переходите по ссылке в описании и получайте бесплатный план по обучению английского языка, а новые пользователи получат промокод на целых 3 урока с учителем бесплатно, плюсом к первой покупке. Пора начинать учиться. Вы знаете, что раньше продолжительность жизни была короче. Возможно, у вас в головах есть фраза: «Да в средневековье 30-летний считался уже стариком». У меня плохие новости. На самом деле, это миф. В смысле? Ты хочешь сказать, что люди раньше доживали так же, как и сейчас? Не совсем. В среднем мы проживаем больше лет. Да даже если сравнить с ситуацией всего 60 лет назад, средняя продолжительность жизни выросла с 53 до 73. 20 лет. В мире стали жить на 20 лет дольше. А если еще дальше, 2 века назад, в 1800 году во всем мире продолжительность жизни была около 30 лет, где-то 35, где-то 26. Но после этой формулировки вам сразу кажется, что, родившись вы в то время, то срок вашей жизни ограничивался бы 30 годами, но на самом деле это не так. Ожидаемая продолжительность жизни – это средний показатель, поэтому если Петя прожил 5 лет, а Вася 55, то в среднем продолжительность жизни равна 30 годам. Чем больше Петь, тем ниже цифра. И именно тут кроется первая причина этих 30-летних стариков. Ведь если бы вы смотрели это видео где-то в районе нулевого года нашей эры, то шанс умереть после рождения у вас был бы 30%. А если после рождения таки сердце будет еще биться, то, скорее всего, в итоге вы умерли бы к 15 годам. Ну, не скорее всего, а 50 на 50. И вот такая вот неутешительная статистика резко улучшилась только в 20 веке. Сейчас вместо цифр 30 и 50% соответственно, мы имеем цифры в 10 раз лучше – 2,9 и 4,6%. Младенцы и дети у нас не умирают. Можно посмотреть еще на эту радостную картину, как за 200 лет дети стали выживать в 10 раз чаще по всему миру. Но обратите внимание, если в прошлом человеку удавалось таки дожить до 20 лет, шанс стать пенсионером, в нашем понимании, сильно возрастал. У нас нет подробной разбивки по Древнему Риму, но есть посередине 19 века Британии. Вот взгляните.
Если человек родился, то, скорее всего, он доживет до 41 года. Прожил 365 дней? Поздравляю, скорее всего, он доживет до 48 лет. Этому счастливчику уже целых 5 лет. Самое сложное позади. Человек может надеяться на 55. И так далее, вплоть до того, что 70-летние рассчитывали дожить до 79. На вероятность смерти влияло многое. Но если одним словом, то условия жизни. А в условиях прошлого была дикая поляризация. Ну, грубо говоря, ребенок в знатной семье сильно вероятнее дожил бы до 60 лет, чем ребенок из бедности, срок жизни которого и правда ограничивался 30 годами. Ведь последнему пришлось бы заниматься тяжелым физическим трудом и иметь, мягко говоря, ограниченный доступ к не только медицине, но и банально к еде и душу. И вот эта разница между знатью и обычным человеком сильно сократилась. Ну, как минимум потому, что доступ к душу перестал быть роскошью. И, как вы понимаете, помимо душа можно еще много чего перечислить в современном мире. Но если одним словом, когда человечество снизило поляризацию, когда резко доступнее стало здравоохранение и гигиенические процедуры, тогда резко начала падать детская смертность и, соответственно, возрастать та самая ожидаемая продолжительность жизни. Вот посмотрите, даже по сравнению с 1850-м, сейчас мы ожидаем, что младенец Британии доживет до 81 года. В среднем мы прибавили 40 лет. Подобная динамика наблюдается для всех возрастных групп, даже для тех, кто старше 20. То есть, можно сказать, что наука, в том числе гуманитарная и технологии, оказали сильнейшее влияние на детей, но и взрослым тоже неплохо досталось. Ведь продолжительность жизни 30-летнего увеличилась на 20 лет. Пусть не так сильно, как для детей, но, 20 лет – это серьезный показатель. Заметьте, что чем старше человек, тем сложнее технологиями поддержать его жизнь. Ну, для пожилых рост произошел только на 7 лет. Хотя, это для сухой статистики всего 7 лет. Не так много, как 40 у детей. Но для отдельно взятого человека это целых 7 лет жизни. Теперь вы знаете, почему люди в среднем стали жить дольше. С 30 лет до 73. Человек так устроен, что больше внимания он обращает на негативные новости. Изменение климата, глобальные эпидемии, финансовые кризисы, войны. Все это опускает нас в болото уныния, из которого кажется, что мы живем в аду и раньше было лучше. Тут проступает другая черта человека – идеализация прошлого, она же ностальгия. Наш мозг всегда вытесняет из памяти плохие составляющие прошлых событий, оставляя только хорошие. Если вы недавно решили сойтись с бывшим партнером, то вы знаете, о чем я говорю. Вот и получается, что в настоящем мы фокусируемся на негативе, а в прошлом только на позитиве. Так работает наша психика. Этот феномен я прочувствовал, когда делал это видео. Сейчас расскажу вам секрет. Перед стартом написания сценария я нашел 2 опроса. Первый вы помните из начала выпуска. Там 18 тысяч людей из разных стран крайне пессимистично относятся к пути развития нашей цивилизации. Самыми недовольными оказались французы, из которых 81% выбрали вариант ответа «Мир становится хуже». А в целом картина выглядит так. Грустно. Но есть результаты другого опроса, которые прямо противоречат первому. Через 2 года после первого провели еще один масштабный опрос, где участвовало 43 тысячи человек из 38 стран. Там тоже попросили оценить жизнь в настоящем по сравнению с жизнью в прошлом. Но во дела. Результаты сильно не совпадают с предыдущим опросом. Негативные шведы, немцы, австралийцы и британцы из пессимистов переквалифицировались в оптимистов. А французы и американцы, хоть и остались скорее пессимистами, то вот эта глубина пессимизма сильно снизилась. И я долго не мог понять, в чем дело. Может, спрашивали сильно разные группы. Дошел даже до того, что начал искать ангажированность, то есть заинтересованность в правильном результате. За первый опрос отвечает организация, которой управляют американские и английские инвесткомпании.
За вторым опросом тоже стоит американское НКО. То есть и там управляют везде рептилоиды. Но вот результаты отличаются. Затем я внимательнее посмотрел на формулировки вопроса. Вот сами посмотрите, чем они отличаются. Во второй формулировке есть указание про 50 лет. И именно эта конструкция вводит рационализацию в наши мысли, где мы сравниваем настоящее с весьма конкретным прошлым, тогда как первый вопрос дает волю нашей фантазии попребывать в идеальном, альтернативном мире розовых пони, плюс идеализирует прошлое, потому что не указывает конкретно с чем сравнивать. И срабатывает мем «раньше было лучше». Ну или «сейчас могло бы быть лучше». Поэтому и получается противоречие. Мир развивается в правильном направлении? Нет. Тогда жизнь у таких, как вы, 50 лет назад была лучше? Тоже нет. Это была моя гипотеза. Тогда я задал такие же вопросы в своем телеграм-канале. Результат, как говорится, убил. Одна и та же аудитория, но когда добавляется рациональный фрейм с указанием конкретного сравнения, то падает количество пессимистов и резко возрастает количество оптимистов. И этим видео мы хотим напомнить в первую очередь самим себе, что на самом деле наш мозг любит создавать наивные фантазии и не учитывает на автомате все данные. Прошлое он идеализирует, а в настоящем фокусируется только на негативе. Главное, запомните, это работает не только в таком направлении. Мы в целом чаще принимаем решения на основе эмоций, а не на основе данных. Поэтому может случиться такое, что мы опять поверим человеку, который обманывал нас 20 лет. Поэтому принимайте важные решения на основе полных данных, а не на эмоциях. Тогда и жизнь покажется краше. Вы знаете, кому отправить это видео. Мы благодарим ложу иллюминатов на спонсоре и патреоне. Хапчинска, Влада, Диэфа, Маверика, Соника Мейхема и Wind Inc. А также всех магистров, консулов, героев и гэпников. Увидимся на следующей встрече. Damn.